Приветствую всех, друзья! Меня зовут Евгений, и в этом видео я расскажу про весьма редкий, но при этом интересный универсальный станок британского производства Impetus. Станок был разработан Урвиком и Мечем в начале 50-х годов. Урвик был владельцем небольшого литейного завода, и разработанный им станок был призван демонстрировать патент своего треугольного ключа GIB, а также и других уникальных и новаторских идей. Цель заключалась в том, чтобы получить максимальную универсальность и точность из небольшого, недорогого станка. К сожалению, проект столкнулся с трудностями, связанными с производством и стоимостью, поэтому было выпущено всего десяток экземпляров. Запатентованный им треугольный ключ GIB был в центре успеха проекта. Благодаря ему при перемещении станины вверх и вниз ее дальний конец не отклонялся от радиальной оси более чем на 0,01 дюйма. Собственно, в чем состоит данный ключ? Вдоль всей колонны в передней части делалась треугольной формы неглубокая прорезь. Такая же канавка такой же формы прорезалась с внутренней части кронштейна станины, и в получившемся треугольной форме шахте монтировалась треугольной формы шпонка, которая затягивалась двумя винтами. Собственно говоря, это прообраз современной шпонки, однако клиновидная форма помогала убрать люфты при разбивании посадочного места или самого клина. При этом точность сохранялась долгое время. Основой станка является массивная колонна, которая стоит на чугунной ножке, прикрепленной к столу и держит на себе весь станок. К колонне крепится подвижная станина с теми самыми винтами для ее фиксации и рычаг включения продольной подачи. Подъем станины управляется вертикальным винтом и собственным маховиком. В верхней части колонны неподвижно зафиксирована передняя шпиндельная бабка. В задней части передней бабки есть два кронштейна, которые фиксируют дополнительную станину, на которой крепится задняя бабка. Привод от двигателя передается на шпиндель с помощью одного ремня, который крутит большой четырехручейный шкив весом около 6 кг. Такой вес с накопленным в нем импульсом помогает значительно устранить тряску при обработке. Также на нем есть специальные отверстия, что дает возможность использовать его в качестве делительной головки. Направляющие станины, как основной, так и дополнительной, имеют форму ласточкин хвост. Стол суппорта имеет 5 Т-пазов, на которых может крепиться дополнительная оснастка или резцедержатель. Продольную и поперечную подачу резца обеспечивают трапециидальные винты с закрепленными на концах маховиками с весьма точными лимбами. Автоматическая подача включается рычагом, включающий муфту, и находится на передней поверхности. Благодаря этому гайка, приводящая суппорт в движение, осталась неразрезной. На вспомогательной станине, кроме задней бабки, крепилась также стойка с вертикальным шпинделем для фрезеровки и сверления. Кронштейн, который ее держит, крепился сухарями к Т-пазам подвижного суппорта, в нижней части которого находилась рукоятка для фиксации. В нижней части стойки располагался простенький столик для сверления, а при фрезеровке на столе суппорта поперечной подачи он отодвигался в сторону. Вдоль нижней части вспомогательной станины располагался вращающийся вал, вдоль которого перемещался шкив, который передавал вращательный момент на шпиндель сверлильно-фрезерной установки. На передней поверхности передней бабки находился рычаг, который снимал из зацепления муфту и останавливал шпиндель. Гитара была прикрыта специальным кожухом с прорезями для компенсации при изменении высоты станины. Задняя бабка, кроме своего необычного расположения, имела и весьма оригинальную форму и находилась как бы вверх ногами. При этом все управляющие рычаги присутствовали. На верхней поверхности располагался специальный лоток для инструментов, а на передней поверхности
располагалась рукоятка с лимбом, при помощи которой выдвигался шпиндель. Станок позиционировался как транспортировочный, поэтому разборка и сборка осуществлялась достаточно легко. В общем, вот такой уникальный станок. А я благодарю вас за внимание. Если понравилось, буду признателен увидеть ваш лайк. Всем пока!